Эдгар Дега. Только когда художник больше не знает, что делать, он может сделать что-то хорошее. Представляете, то есть пружина сжата настолько сильно, что мощно выстреливает. Я включил эту фразу в дневник открытий, который я веду, и мы вместе с вами ведем в телеграм-канале. Он доступен тем, кто занимается у меня в онлайн-школе, и сегодня я его обновлю. То есть будут новые цитаты, фразы, открытия, которые повлияли на мое мировоззрение. Жорж, оценку должно давать общество. Зрители, картинам. Зрители, потребители картин, большинству картины должны нравиться. Большинству. Иметь для них высокую художественную ценность и, как следствие, востребованы. Если картины неинтересны, то есть сделаны на низком техническом уровне, без темы, сюжета, бессмысленны по содержанию, неэстетичны, невыразительны, то, естественно, они будут накапливаться, складироваться, потому что и даром никому не нужны. Таким образом, лучший ценитель картин, кто оценивает их художественную ценность, это зрители, приобретатели. Иногда им помогают искусствоведы. Возможно, я ошибаюсь. Жорж, а как быть с Ван Гогом? Он продал за свою жизнь всего 14 работ. Он никому не был вообще нужен, все его работы. А как быть с Врубелем, мимо которого проходил Третьяков, в общем-то, не покупал ничего? А как быть с Коровиным, чьи картины, когда он был в Париже, вообще никого не интересовали? Он начал книгу-то писать, вот этот двухтомник сейчас, только потому что заработать что-то. Ян Вермеер никогда не получал признания его таланта во время своей жизни. В то время как он зарабатывал себе на жизнь в качестве художника, он не был известен за пределами города Делфт. Конечно, никогда не был богат. Список большой. Таким образом, лучший ценитель картин – это зрители, да? Зрители – лучший ценитель. Но вот зритель и все прочие с большим опозданием приходят к тому, что перед ними висят картины гения, например. Вот задачка, друзья. Помогайте разобраться, кто есть ценитель художественных произведений, которые вы делаете, я делаю, другие делают. Я скоро проведу семинар живописи пейзажной в Плесе на Волге. Присоединяйтесь, он был перенесен, этот класс. Погода совершенствуется, и, надеюсь, мы хорошо поработаем. Присоединяйтесь. Потом в начале мая будут 2 класса в Италии. Группа, в принципе, сформирована, но вы можете еще добавиться. Так что заходите на сайт, там информация есть. 1 класс на озере Гарда, другой в Риме. Вандеринг, вот опять я со своим неприятным вопросом. Задавайте любые вопросы, я люблю. Если человек не видит и тем более не может набрать те цвета, которые вы используете в своей палитре, не дано ему это природой. Есть ли смысл пытаться научиться живописи, похожей на ваш импрессионизм? Но если она заводит, если вы карабкаетесь, не можете не карабкаться, заводит это, надо идти дальше. Ничего, всем трудно было замесы делать. Так, не дано это природой, ничего, природой вы все видите. Ладно, не буду забегать вперед. Есть ли смысл так? Есть ли вообще смысл заниматься живописью, если для меня существует только 7 цветов радуги? И я только могу их делать немного светлее или темнее. Уже много. Сложные наборы цветов превращаются в грязь. Но это просто вопрос техники. Попробуйте акварелью. У вас не получится грязь, никак. Но делайте 1-2 мазка. Больше на это место не сыпьте краску, не наливайте. Вы увидите, что там столько цвета. Спрашиваю, потому что лично был знаком с художником, который мог разложить белых на 15 холодных и столько же теплых тонов, при этом он использовал очень сложные оттенки. Вы владеете этим талантом. Но это же все нарабатывалось. Неужели этому можно научить, к примеру, меня? Можно. Я пробовал, я вижу это у вас и у другого художника. Но когда пытаюсь набрать эти краски, мой мозг
не видит разницы ни в тоне, ни в цвете настолько, как делаете это вы. Все это нарабатывается. Разве можно этому научить? Можно. Так, стать колористом. Ну, на класс приезжать или по урокам моим попробовать. Если нет возможности на класс, на живой. Ну, уроки с обратной связью, так, чтобы вы присылали мне свои работы, и мы могли их разбирать. Такие уроки, курсы есть. Вот сейчас выйдет новый курс, называется «Старый причал», он будет вот-вот, так что обратите на него внимание, будет скидка. Сарочка, отвечу на вопрос, как отбираются работы для музея. Недавно посетила главный наш музей, хожу часто на Фишина, и там же на другом этаже висит выставка художника. Я в удивлении, как это могла сюда вообще попасть. Это задала вопрос искусствоведу. Он ответил: на везение, по знакомству. Подвернулись такие люди, которые могут помочь. Вот. То есть помочь в смысле никто не соглашался, было пустое пространство, я так понимаю. И они взяли, да, вот по знакомству. Ну вот видите, нужно заводить знакомых в музеях, и все. Все у нас по знакомству делается. Такая жизнь. Мы к этому привыкли уже. Что же делать? Так, Вячеслав, назрел вопрос. November Soul. Как понять такую штуку? Сам, допустим, умеешь рисовать довольно ярко цветно, а смотреть нравится на чужие работы другой гаммы и тональности. И прям балдеешь от того, как кто-то как-то так умеет рисовать в красивых, приглушенных гаммах, сдержанных, и всякие недосказанности будто в тумане. Только делайте в тумане недосказанности чего там. Смотрите, знаете что? Есть такое матовое стекло. Раз, и через матовое стекло смотрите и пишите прям через него. И пишите в тумане, как видите. Сама смотреть на такое обожаю. Если бы могла покупать себе картины, то только такие бы и вешала дома. Холодные, прозрачные колориты, но самой рожать чаще получается не такое. С одной стороны нравится цветность, надо просто разные делать, и цветные, и такие вот, которые вот вас тоже восхищают. Так, нравится, но вот к такому же тоже интерес большой, ну вот к этой вот недосказанности. Так, и как понять то, что тебе нравится видеть в работах других, это то, к чему по-настоящему тебя тянет, и чему стоит учиться, или это не обязательно? Обязательно. Чем шире диапазон ваших умений, навыков, тем ярче жизнь. Ну, представляете, вы в садике, например, будете сажать только, я не знаю что, петрушку. Нет, ну что я с петрушкой? Васильки, например, я не знаю. Вообще только мышиные вот эти вот, синие. Все, и больше ничего. А у соседа там георгины, розы, все. И вас будут все время поглядывать туда, потому что там многоцветие. Оно же лучше, ярче. Нельзя же, любите вы, например, гречку. Нельзя же все время утром, в обед, вечером гречку, так годами. Хочется, захочется и пшенку сварить. Сварили пшенку, хочется тыквы добавить. Сделали, добавили тыкву, узюма, бабушка говорила, узюма еще. Ну, в общем, ярче как-то. Так и в живописи вы будете богаче представлены, если будете уметь и то, и другое. Так что берите матовое стекло такое туманное и через него шуруйте. Признаюсь, хотела бы уметь так рисовать, как в тех работах, что мне нравится у других. Художник должен все уметь. Вот берете какой-нибудь, я не знаю, стиль, у кого, Саржента, например, да, и ставите его картинку, пишите так, как он. Потом что-нибудь противоположное, я не знаю, Ван Гога. Опа. Просто вот примерить эту одежду на себя, чтобы понять, как он это делает. А потом, глядишь, будет сплав. Ван Саржент какой-нибудь, Гог.
Ну, все это перемешается и будет новый стиль. Так, и сама стала уже отмечать, что для работы у меня сузился набор красок. Могу и 4, и 6 писать только. Круто. Как этот самый Зорн. Но все еще довольно много яркого лезет. Это от неумения. Или натура пролезает. Натура пролезает, конечно. Она через все пролезает. Смотришь, идет человек сзади вроде, но узнаешь сразу по походке, я не знаю почему. Хотя он, может, и стоит. Вот натура пролезает, и все, даже сзади ты не видишь лица. Как понять, где твое? Да все наше, весь мир художников, которые творили до нас. Представьте, какая награда, что мы это можем сейчас видеть. Зажег компьютер, и ты видишь. А раньше это было невозможно. Я помню, учился, чтобы увидеть работу моего любимого там художника Фешина. Но не было книжек вообще. Я даже письмо писал его дочке в Америку, так и не получил ответа. Или что-то мне ответили. Мне ответили, что пока нету никаких книжек его. Представляете? Ну, давно это было, давно живу. Все наше, вино, например, сколько их сортов стоит в магазине. Хочется и то, и то, и то попробовать, с тем, чтобы потом сказать, нет, буду только воду. Да, я воду. Вино очень редко. Но возможность есть попробовать разные стили и найти это, то, что вам, особенно для вас звучит. Это так интересно. Это интересно в контексте своего стиля, ведь так сложно найти из всего обилия свое, как-то созвучное или тему. Просто не укладывается в голове, но почему рисую чаще ярко, а смотреть люблю противоположное. Друзья, почему так, а? Скажите, November Soul. По-моему, Юрий Никулин рассказывал, что, те, кто шутит все время, цирк, все так, клоуны, да, они раз отыграли, и потом они замкнутые, такие серьезные, потому что компенсация. Слишком много радости вот это. Раз, обратная сторона медали, такая немножечко грустно. Так и вам, вы флуоресцентной краской, к вам как глаза у сварщика, все мерцает, рябит, а потом хочется отдыха, и вы отдыхаете, глядя на сдержанные, спокойные тона. Может, все так, просто компенсация от яркого к сдержанному. Что скажете, друзья? Напомню вам, что я заливаю каждый день какие-то интересности на свой новый канал Boosty. Заходите, просто потыкайте, посмотрите, что там есть. Там есть бесплатные посты, платные посты, заходите, я его насыщаю теми творческими материалами, как я пишу работы, наброски делаю, в общем, много всего разного. Если вам понравилось сегодняшнее видео, делитесь с друзьями, ставьте лайк, это обязательно.